что, друзья, всем привет! Мы сейчас двигаемся в Дубровник на триатлон, на Олимпику. Прошли границу с Хорватией. Старт сегодня в обед. Немножко необычно. Самочувствие не очень. Кажется, я немножко приболел. С утра першило горло. Посмотрим, как будет самочувствие во время гонки. Если будет совсем плохо, наверное, сойду. Конечно, настроение из-за этого немножечко так чуть-чуть подубавилось, потому что настрой был поработать качественно, но как бы, скажем так, ничего, бывает. Поэтому подъезжаем минут через 40 в Дубровнике. Вообще от того места, где мы живем, до Дубровника, до Хорватии ехать не очень далеко, буквально 2,5 часа. Вот, собственно, Хорватия не сильно на самом деле отличается. Вот. Черногория, дорожки и дорожки. Деревца так прикольные вот такие вот. Вот. Выпить надо перед стартом. Аркадий Борисович говорит, что нужно выпить перед стартом. Я утром поел кашки, съел 2 хлебца с авокадо и с пастой шоколадной. Сладенького поел. И взял с собой гречку. Сейчас гречку примерно в 12 нужно будет закинуть в топку, чтобы все прошло хорошо. Ну и, собственно, все, поедем. Операторская команда, которая была в прошлый раз со мной на челлендже, мы ее утвердили. Все, они работают с нами дальше. В прошлый раз они сделали все филигранно, поэтому мы их пока не увольняем. Собственно, пока люди работают. Люди будут работать. Вон велосипед. Красивая жена. Все, полный боекомплект. Это не Дубровник, кстати. Ну, собственно, вот такие вот у нас апарты с вот таким видом прикольным. Мой велосипед. Простые, хорошенькие апартаменты, очень милые. Видно отсюда, мне кажется, все, что нужно. Все, что нужно. Байдарки вон там едут далеко, вам не видно. Красиво? Что ты скажешь? Прекрасно. Сад. Там растут, что это? Это лимоны или что? Мандарины. Мандарины такого Вообще цвета. прикольно, что столько всего растут. Классно. Розы. Моей женщине нравится, это главное. Вообще. Какой-то Сочи, Гагры, вот что-то такое. Ну что, спортсмен, ты готов? Что ты там кушаешь? Гречку? Гречу. И что? Поможет тебе греча? Думаю, да. Как ты себя чувствуешь? Не очень. Ты что за настрой? Давай настраивайся. Хорошо себя чувствую? Машина. Казахская машина. Давай еще слова. Я венгр. Я говорю всегда, я здорова как бык. Давай. Здоров как бык. Давай еще какие-нибудь. Я здоров как бык. Ну, настроение и лицо должно... Здоров как бык. Давай, покажи, как ты поедешь. Как ты поедешь. Так ты вообще никуда не уедешь. Ну давай, настрой боевой. Птичка, еще не мешай. Ну что, коллеги, я уже переоделся. Сейчас пойдем на старт. Идем за резиночками, которые я хочу прицепить велотуфли в машину. Наверх туда, где припарковались. Поел гречки. Съел, наверное, нормально, так и грамм съел. С запасом. Я думаю, она хорошо очень это. Ну и вчера я гречку поел. Короче, пасту не ел. Решил в этот раз на гречке. Она, мне... Короче, я чувствую, что она для пищеварения мне очень хорошо работает. Вот. Поэтому сейчас берем резиночки и идем на старт. Увидимся на старте. Не надо. Надо. Этот как будет уезжать, если вы А? Этот как будет уезжать? Нет, я имею в виду не... Приехали, сейчас заселяемся и идем на регистрацию. Нет, ты стоишь почти как он, на 5 Рога, которые я прикрутил. Очень долгая история с этими рогами. Купил я их в Италии, в Гамбасикле. Выпилил. Вот там вот сходил к СТОшку, нашел токаря, который подпилил мне их. Потом пришел мастеру. Мастер говорит, очень плохая идея. Поэтому поедем так. Но зато лежа поработаю хоть. Так, ну что, мы идем на место регистрации. Вот такой порт у нас. Такой у нас спортсмен. Весь в обновочках.
Зарегистрировали, что-то пакет какой-то скудный мне дали. Не пакет, а скудное что-то. По-моему, то же самое, что у чувака было. Футболочка. Посмотрим. Просто такой у тебя не в пакетике. Ну, пакетик зажали. Не, футбол хорошая. Размерчик только маленький. Как раз Рустама. Вечно он на себе только. По ощущениям тоже такой немного домашний стат, конечно же. Потому что все так просто. Почему-то чуваку вчера в пакете дали нормальным. Мне просто конвертик беленький, но это ничего, просто интересно, почему отличается у некоторых-то вопросы. По этому поводу. Сейчас буду клеить наклейки. Вид шикарный. Поплывем по спокойному морюшку. Думаю, это будет классно. Вот так мы устроились. Я вот думаю, если честно, прокатиться, может, с кем-нибудь по маршруту, веломаршруту или нет. Подумаем. Помню, когда первые старты делаешь, наклейки наклеиваешь с таким с тревогой такой, так волнуешься. Сейчас уже как-то к этому сильно легче относишься и понимаешь, что, ну, то есть это просто, короче, берешь и клеишь. Итого мы наклеили подседельный штырь. Справа, слева, спереди и специальный стикер команде саппорта вот сюда вот. Все. Не испортил. Это можно так клеить? Right number, 86. Okay? 86. Окей. Чувак подошел и объяснил, куда идти. Прикольно. Очень странно, нет коробок. Блять, так странно, что нет коробок. Очень странно. Все просто бросят, блять, все. И все. Супер странно. Туфли закрепил, кстати. Надеюсь, это мне поможет. Шлем, чтобы быстро снять, надеть очки. Надеюсь, все будет окей, никто не заденет. Надеюсь. Полчаса до старта. И гидрик надену через минут 15, раньше не буду. Походу вот сейчас вот туда вот спускаться будем. И вот туда плыть. Буёву не вижу. Они только их устанавливают. Прикол. Еще 30 минут, они только их устанавливают, чтобы движение не мешать, видимо. Скорее всего, вот так вот. Раз и два. Вчера, кстати, созвонились с тренером, и он сказал, поговорили с ним на тему прохождения гонки, и он сказал, что, короче, лучше на велике повкладываться, чем на беге. Ну, в том смысле, что на беге, вот бег самый тяжелый вид вообще вот из всех трех. И, соответственно, проще на велике отыграть минуты, чем на беге, потому что ты катишься. Соответственно, на плавании, по идее, еще легче. В том плане, если ты разберешься с этим, да? То есть вот они идут как бы по нарастающей, неспроста.
в воде плыть, в принципе, легко довольно-таки, да? Хоть я особо и не умею плавать. Короче, факт в том, что мне нужно на велике будет качественно поработать. Мы попробуем сейчас. По самочувствию, кстати, я вроде ок. Громединчик и Тамифлю вроде как нормально ощущаю себя. Сейчас посмотрим. Буду сейчас гидрик надевать, и уже скоро старт совсем. Старт будет с воды снова. Так, первым проплыл вот этот чувак. Основная масса плывет сзади. То есть там тоже где-то там. Плюс в дубровниках, что можно пронаблюдать, они прям очень близко плывут к нам. И в отличие от Будвы, здесь вода, конечно, спокойная. В принципе, не должно ничего мешать. Посмотрим, как Рустам плывет. Это вот второе, третье место. Сейчас половинка первого круга. Где-то вот здесь плывет Рустам. Конечно, не видно. Все в розовых шапочках. Все в черных костюмчиках. Но можно посмотреть, все прям близко к нам. Давай, 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 давай! Давай, давай, молодец! És elindul Solymosi Viktor is! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Élvez minden másodpercét! Рустама, аккуратней! Josip Bukmanić! Well done, Josip! Idemo! And ladies and gentlemen, please do not forget, we are going to award the top 3 athletes in all categories. That means in the Olympic and in the sprint race. Пишешь, что ты 17-й. Что-то много. Рустам, ты 4-й в своей категории, давай, ты видел 70-го? Вперед! Просрали финиш из-за Бориса Моисеевича. Понятно? Ты 4-й или 3-й, сейчас интернет будет посмотреть в своей категории. Серьезно? Да, и 13-й или 4-й. Не, ну в категории, да ладно, не, Слушай, хочешь прикол? Мы сняли тебе просто НТВ-контент. Просто ты охренел, ну я тебе потом расскажу. Ты видел чувака, который на велосипеде валит? Когда триатлон сближает и находишь друзей прям тут вот. Второй русский триатлет. Ты знаешь интересный факт? На прошлой гонке ты был 68-й, теперь 86-й. Я обнаружила это сейчас в своих записях, потому что у меня было записано с прошлой гонки, за каким номером следить. Странно. Странно. Там чуваки нарушали правила конкретно. Нарушали? Да. Как? Драфтили. А что ты не рассказал судьям? Давай зайдем здесь громко. Очень хорошо поработал. Качественно. Выложился на 100%. Edin Čolaković just crossing the line. Well done, Edin!
Ну что, идем мы уже после гонки, уже помылся, покушал, все в порядке. Идем на автопати, на котором может быть награждение по группам возрастным. Я в своей возрастной группе 334 занял 3-е место, что для меня большой праздник. Потому что до этого я такие места вроде особо не занимал на триатлоне. Плавание первое, что спустились все в воду, поплыли. Я сразу обошел группу, я вообще встал в самый конец, но это, видимо, уже мне нельзя в самый конец вставать, уже можно спокойно плыть. Обошел одну группу из медленных, увидел там лазеечку, обогнал их, понял, что плыву с неплохим темпом в целом-то. Поработал над входом руки в воду. То есть, если я раньше выбрасывал руку вот так вот просто, сейчас по-другому. Как поработал с тренером, конечно. Юля, привет, спасибо тебе огромное. Раньше у меня рука входила вот так вот, уходила просто вот так вот, а сейчас я ее прям ввожу под правильным углом и протягиваю ей вперед. И обязательно ритм, да, что это? Шух. Одной я протягиваю вперед, второй толкаюсь. И наоборот. И этот ритм нужно почувствовать. Это определенный набор движений, скажем так. Именно это задает очень важную составляющую скорость. Вот прям без них, без такого, без ритма никуда вообще. У пловцов, которые, то есть, ну и, конечно, если вы в этот ритм еще ударяете ногой, это он называется как бы 4-ударный или 6-ударный кроль, то вообще вы задаете импульс, да, то есть импульс в беге толчком ноги, импульс в велосипеде там подтягиванием или надавливанием на педаль. Соответственно, во время плавания именно вот совокупность этих движений, к этому надо привыкнуть. При этом я чувствую, что одна сторона у меня работает не так качественно. В общем, плыл я хорошо, пробовал драфтить даже. Увидел чувака, который плывет рядом, попробовал подержаться у него, но что-то как-то начал переживать, что он медленно плывет, поэтому не стал за ним держаться. В целом всю дорогу проплыл. Ну и хорошо, я считаю, получилось 2:13. Это прям для меня очень неплохо. За 33 минуты, короче, получилось 1,5 километра. Отлично, я считаю. Транситку довольно быстро прошел, мне кажется. Сел на велик и начал работать. На велике я отработал качественно. То есть думаю, что ко мне, ну как, не то чтобы 0 претензий, в целом я всю гонку для себя, вот для себя, по моим ощущениям, отработал очень качественно. И я этим доволен, что иногда после гонки может сложиться ощущение, что отработал некачественно, но тут я могу с чистой душой и совестью сказать, что я прям отработал, отпахал. Это очень важно. Ну так вот. Собственно, на велосипеде я очень следил за пульсом, всегда смотрел, ориентировался не то чтобы даже на скорость, больше на пульс. Почему? Потому что был ветер очень сильный, часы показывают 4 метра в секунду, и это значит, что, ну, сопротивление довольно-таки сильное. И опять же, я думал, что плоскач полный, но оказывается нет. В ту сторону была, получается, спуск как бы вниз, с небольшими подъемами, уклонами. Обратно преимущественно в горку, хоть и затяжная, тягунок, короче. Я понял, что в ту сторону нужно работать, обратно нужно чуть-чуть помедленнее можно. Вот и все. Я начал работать тоже. Следил за пульсом, следил за скоростью, поставил на часах отображение средней скорости за дистанцию. И это мне очень сильно помогало. Я всегда видел среднюю скорость за всю дистанцию. И таким образом я мог понимать, что у меня, например, она стремится к 34-35, это нормально, да? Пульс между 160 и 170 нормально, и все, я работаю. Только я еду, вижу, что вдруг скорость 32, смотрю пульс 160, думаю, ага, все, дорабатываем. Тяну, давлю сильнее. На втором уже по 40 километров понял, что, ну, старался делать акцент на каденс, на то, чтобы тянуть больше, а не давить. Это очень важно, потому что давить нужно на беге, и для этого должны остаться силы. Вот, посмотрю, красиво. Кораблики. Вот. Собственно, питание, да, я всю бутылочку Six Carbs, по-моему, если не ошибаюсь, не называется, я показывал в предыдущем видео, что это за питание. Примерно там, я думаю, грамм 100 углеводов было, мне кажется. С предтреном смешанным Maxler Black Kick. В предтрене кофеин, витаминки. Ну, вот такой вот комплекс. Я это смешал, получается, все, и получился, ну, скажем так, напиток. Его я и пил всю дорогу, каждый примерно минут 10-15 употреблял. Зашло отлично, хотя даже на половине показалось, ну, не хотелось, короче, пить в какой-то момент. Несмотря на это, я употреблял, я понимал, что нужен запас, чтобы меня после гонки не накрыло. Ведь ты инвестируешь. Вот, ну, вспомнил, какую мысль хотел рассказать еще. Гонка — это как маленькая жизнь на самом деле. Ты тоже питаешься, ты планируешь какие-то действия, ты готовишься. И это, ну, то есть, представьте, можно сравнить гонку не с 2 часами, 27 минутами, как у меня, да, а с десятилетием. Ты на это десятилетие, ты в это десятилетие питаешься, закладываешь какую-то базу, ты готовишься, чтобы прожить это десятилетие или какой-то этап жизненный. И это, мне кажется, аналогия очень прикольная. Идем дальше. Кстати, вставлю видео сейчас, как чувак один на велосипеде врезался. И очень важно смотреть, куда ты едешь. Вот на бутылку, стараться бутылку засовывать, не опуская голову. Это очень важно. Хотя я сам так делаю, но у меня как-то... Мне повезло сегодня, а человеку не повезло. В каком-то смысле. Вот, хотя я на одном моменте уехал немножко не туда.
То есть уехал в тупик, да, развернулся и поехал дальше. Чуваки драфтили, кстати, на разделках какие-то эстафетчики, я так понял, кони с огромными ногами, драфтили вообще безбожно. Просто на разделочке он в 5 метрах, там, мне кажется, метров 5, да, он держал. Только судьи там, видно, судьи, если слышит мотоцикл, хоп, разрывал так до 10-15 метров. Вообще по правилам было то, что нельзя ближе 20 метров. Я обогнал после воды очень много людей, потому что был и спринт, который стартанул чуть позже. Я всех обгонял, я не знаю. Меня обогнали только чуваки вот эти вот на разделках. Что еще? У меня очень правильным решением было поставить бары. Я отработал 2 круга, 2,5 круга я отработал на них очень качественно. Ложился, пахал, они хорошо встали, тоже очень удачно, сидушка тоже очень удачно стала. Но в какой-то момент я заметил, что один рог, скажем так, трясется, его, короче, расшатало. Видимо, я надавил или что, и я сразу же перестал пользоваться, просто переключился на нижние ручки. Кстати говоря, в целом тяжеловато было без подготовки ехать все время на лежаке, поэтому я переключался иногда на нижние ручки, на высокие, это пил или что-то еще, это удобно. То есть это плюс, когда ты ставишь на шоссик, иначе тебе нужны объемы именно на лежаке, ну это понятно, да, очевидно. Растяжка, определенная посадка, я же не говорю про байкфит, который обязательно по факту. Что еще? Выходим, ну то есть заканчивается вело, я переключаюсь на каденс. Заранее выстегиваюсь в плане вытаскиваю ноги из туфель. Кстати, как вы видели, я подцепил резиночки, все это сработало, время сэкономил, но результат налицо, да. Все, что можно использовать для экономии времени, я сделал, и это важно всегда проворачивать. Единственное, что я не сделал, я не спешился в быстром, скажем так, режиме, да, я остановился, вытащил, ну, скажем так, слез с велосипеда медленно, не на ходу. Это как бы минус, я побоялся просто упасть, не стал рисковать, в общем. Переходим на бег, вышел на бег, и мне начало колоть бок. Километра 2-3 кололо, у меня в руках гель. Я не знаю, почему начало колоть. Видимо, от перехода слишком быстро начал по 4.05. В какой-то момент я понял, что нужно чуть сбавить, иначе, если так будет колоть постоянно, невозможно просто терпеть. Я сбавил, настроил дыхание, расслабился, поработал немножко над ментальным, и в целом меня отпустило. И я тогда даванул и начал бежать примерно по 4.10. Быстрее не очень получалось. Последний круг примерно я бежал по 3.50, по 4, ну где-то по 4, короче, получился последний круг. Поэтому в целом я хочу сказать, что бег получился неплохой, по 4.13, по 4.12, по-моему, да, это ровно как мои 10 километров на сибирском марафоне год назад в сентябре. То есть ровно тот же результат. Хотя можно было и быстрее, мне кажется, в целом, если бы у меня не схватило ничего. Скажем так, неплохо отработал, но можно лучше. Пульс на беге был где-то 176, вот так вот. То есть запас был 10 ударов, я думаю, смело. Ну ничего, мы на полумарафончике отработаем. Круг 2,5 километра, всего 4 круга. Бежали по набережной, довольно красиво, вот прям здесь бежали. Прикольно, что стоял чувак, и я пробежал, он говорит: Рустам, типа, молодец. Я думаю, как он узнал, что он Рустам? А у него бипер, вот этот вот, то есть он по отчету видит по цифре, как-то сопоставлял, и обращался по имени к атлетам. Я пробегаю первый раз, говорю, какое мое время? Он мне начал диктовать все время, я понял, что не то. Ну, вот эти трудности перевода. Потом я спросил, на каком я месте, он мне сказал, что я на 12-м, это на последнем круге ровно, когда я попросил свою команду саппорта, вон она идет. Но они там что-то пока разбирались. Вот, мне сказал чувак. Я такой, ага, 12, все, понял, значит, нужно кого-то добрать. Хотя, на самом деле, я обогнал вообще всех, кого можно. Чувака из Будвы, которого я видел в бассейне, я вообще не знаю, кого можно было обогнать, я всех обогнал. Там следующее, надо посмотреть, сколько там, следующее место, мне кажется, ну, короче, много до него. То есть там первое место, там что-то 1.59 у него, то есть 27 минут у нас разница. Что? Как просто? Поэтому, я думаю, в целом я выложился очень хорошо. Что еще? Сейчас будет награждение, может, после этого еще какие-то мысли запишу. Second place from Serbia, Igor Rados. And in first place from Croatia, Igor Bekic. In second place from Austria, Marko Tirovic. And in first place from Montenegro, Uroš Vujovic. Thank you.